Ну что, теперь самое время заняться муссом. На самом деле все очень просто. Он реально без желатина, он без каких-то лишних заморочек, делается все очень быстро и просто. Единственное, что нужно двигаться немного активно, потому что у нас желирующий агент это шоколад, а шоколад будет у нас очень быстро твердеть, и поэтому нам нужно успевать в него вмешивать все необходимые нам ингредиенты. И для того, чтобы все-таки процесс проходил быстро, мы сливки взобьем сначала. Вот здесь вот у нас все сливки, которые нужны по рецептуре, мы их отправляем в миксер и будем взбивать. Взбивать будем венчиком, естественно. Все, поехали, взбиваем. Пока взбиваются наши сливки, мы отправляем на водяную баню шоколад. Пускай топится. Все. Итак, вот мы взбили сливки. Очень прям взбивать их в масло не нужно. Достаточно, чтобы они были такие полувзбитые. Этого нам более чем хватит. Теперь мы их убираем в холодильник, чтобы они спокойно стояли, а сами занимаемся дальше. Итак, теперь мы должны приготовить так называемый пата-бомб. Пата-бомб – это взбитые, заваренные сахарным сиропом желтки. Это будет основа для нашего шоколадного мусса. И для этого нам прежде всего, конечно же, необходимы желтки, которые мы сейчас отправляем в миксер. И пускай они там стоят, потихонечку взбиваются. Все, пока они будут у нас стоять, мы смешиваем воду и сахар. И все это ставим на огонь. Мы не будем уваривать этот сироп ни до каких температур. Наша задача просто его довести до кипения, прокипятить там полминуточки, просто чтобы убедиться, что весь сахар растворился. И потом уже будем его использовать. Пока мы ждем, мы можем перемешать наш шоколад, который стоит на водяной бане. И на самом деле мы можем его уже с этой бани снять. Вы видите, что он практически полностью растворился. Растаял. И, в общем, пускай он тает дальше. Но уже без водяной бани. Итак, вот наш сироп закипел. Просто дадим ему чуть-чуть покипеть. Убедимся, что у нас весь сахар растаял. И теперь заливаем его аккуратненько в наш миксер. И теперь желтки будут взбиваться и остывать. Температуры сиропа хватило для того, чтобы желтки заварились. И теперь это должно взбиться, остыть и превратиться в пышную массу, которая будет в дальнейшем нами использована для приготовления этого прекрасного мусса. Итак, вот готов наш пата-бомб. Такая вот это получилась воздушная пышная штука. Теперь очень важный момент, на котором нужно все время помнить. Мы должны сейчас соединить пата-бомб и шоколад. Но и шоколад, и пата-бомб – это два очень жирных продукта, можно сказать. Шоколад вообще 100% жиры. Пата-бомб, так как это желтки, здесь тоже жиров очень большое количество. И смешать мы их просто так не можем. Нам нужно дать туда немного воды. В любом ее проявлении. И здесь нам помогут сливки. Та вода, которая есть в сливках, она поможет нам избежать факапа с шоколадом. Потому что иначе смешать эти два продукта, если вместе, мы получим просто задубевший кусок шоколада, которым уже ничего сделать будет
невозможно. Итак, поэтому мы чуть добавляем сюда весь потабомб, сразу весь, но пока не перемешиваем. Это очень важно, на самом деле, об этом нельзя забывать. И теперь мы добавим сюда немного сливок. Вот этого количества хватит. И теперь мы спокойненько можем это все перемешать. Я рекомендую для этого мусса, для смешивания, пользоваться венчиком, потому что шоколад твердеет, дубеет очень быстро, и вам нужно успеть все это дело смешать. Лопаткой все будет очень долго. Когда уже основная работа сделана, мы можем пройтись лопаточкой, домешать все до конца, чтобы оно все было хорошо перемешано, нигде бы не было следов сливок или неразмешанного шоколада. Так, ну и теперь нам нужно, естественно, этот мусс прекрасный выложить в наше кольцо с нашей начиночкой. Это просто шелковистый, восхитительный мусс. Для удобства выкладывания мусса в кольцо я вам настоятельно рекомендую использовать кондитерские мешки. Так ваша жизнь станет гораздо легче и веселей. Все, отрезаем здесь кончик. Ну и теперь нам нужно выложить мусс сначала полностью между начинкой и кольцом, чтобы не образовывались там пузыри. Ну а дальше уже закрыть до конца. Вот таким вот образом. Оп. Здесь все закрыли. Заливаем мусс. И воспользуемся прекрасной такой палетой. Для того, чтобы все заровнялось. Диаметр этого кольца 20 сантиметров, а того 16. Сейчас, оп. Главное, чтобы было ровненько. Вот так. И теперь мы этот торт убираем в морозилку. Нам нужно, чтобы он полностью промерз. Ну, учитывая, что начинка у нас уже замороженная, много времени на это не уйдет.